Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео мы с вами продолжим вязать вот таких вот паскальных кроликов. Ссылочку на первую часть я оставлю в описании под видео. От вас я, как обычно, жду обратную связь, очень жду ваши лайки и комментарии. Мне это очень важно, поэтому не жалейте своего времени, уделите немножко внимания мне, пожалуйста, и поставьте лайк этому видео и напишите какой-то комментарий. Так вы мне поможете в продвижении этого видео на YouTube. Благодарю вас от всей души. Вяжите с удовольствием. Прекрасного вам настроения, творческого, чтобы у вас получились такие же прекрасные кролики, как у меня. Так, в итоге наполнитель я добавила. Видите, какая красота у нас получается. Красота. Дальше будем вязать голову. Голову начинаем вязать как обычно. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Вязание тоже выворачиваем обязательно. Дальше идет 4-й ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Можно поставить маркер. Вот 1 столбик без накида провязали. Поставили маркер. Вяжем дальше. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем 6 прибавок подряд. То есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. Это у меня уже 2-я прибавка. 3-я, 4-я, 5-я и 6-я. И 6 столбиков без накида довязываем до конца ряда. Вот, провязали. Дальше идет 5-й ряд. Вяжем 6 столбиков без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 6 раз. Вот 1 столбик без накида, в следующую петельку прибавка. Это у нас 1 раз. Дальше столбик без накида, прибавка. Это 2-й раз. Столбик без накида, прибавка. Это 3-й раз. Столбик без накида, прибавка. Это 4-й раз. Столбик без накида, прибавка. Это 5-й раз. И столбик без накида, прибавка. Это 6-й раз. И 6 столбиков без накида довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все четко. Видите, такой уже носик красивый вырисовывается. Дальше у нас идет, так, это 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет 6-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида.
И затем с 7 по 12 ряд включительно нужно будет провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот такая вот красота у нас сейчас. Вязание ж мы тоже вывернули, как всегда. Теперь вставим носик и глазки. Носик будем вставлять между 2 и 3 рядом. Вот у нас 1 ряд, 2, 3. Здесь ориентируемся по прибавкам, которые мы делали в 4 и в 5 ряду. Вот в 4 ряду мы посерединке делали 6 прибавок. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в 5 ряду мы делали прибавка 1 столбик без накида, прибавка 1 столбик без накида и тоже так 6 раз. Вот мы берем эти 6 прибавок, ориентируемся по ним. Берем эти 6 прибавок, ориентируемся по ним. И между 2 и 3 рядом, вот у нас 1 ряд, 2, 3, между 2 и 3 рядом, посерединке вот у вас 1, 2, 3 прибавка, видите? И здесь 3 прибавки останется. Мы вот сюда вот вставляем носик. Вот так вот мы его вставим. Здесь будет носик, а глазки мы вставляем между 4 и 5 рядом. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Между 4 и 5 рядом. Один глазик вставляем в крайнюю прибавку. Это у нас была 6-я прибавка в каком-то 1, 2, 3. В 4 ряду. Вот мы прям в нее вставили глазик 1. А 2 глазик вставляем тоже между 4 и 5 рядом. Получается, здесь находим крайние прибавки. Это у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас крайние 2 прибавки. И смотрим по своему вязанию. Мне нужно вставить между вот этой вот 1 и 2 прибавкой в этом нашем 4 ряду. Так, сейчас, вот видите, если я просто сюда вставлю, то это будет далеко. А я вставлю вот между этой 1 и 2 прибавкой. Вставляю глаз, и у меня будет вот такая вот красота. Закрепляем это все. И будем вязать дальше. Закрепила я глазки, носик. Дальше у нас идет 13 ряд. Будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 30 столбиков без накида. Затем в 14 ряду провяжем 3 столбика без накида, убавка. Тоже так до конца ряда. Тоже 6 раз у нас получится так сделать. В 15 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Тоже так 6 раз как раз до конца ряда. Затем мы добавляем наполнитель, хорошенечко, чтобы у нас красивая голова получилась. И затем в следующем ряду делаем 1 столбик без накида, убавка, тоже так до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать. И следующий ряд мы закончим убавками. То есть просто сделаем 6 убавок. Вяжем это все самостоятельно, и голова наша будет готова. Так, вот смотрите, я закончила 17 ряд, я сделала не 6 убавок, а 7. Вот такая вот штука у меня получилась. Теперь я просто захожу сюда в серединку, хватаю ниточку. Так, сейчас тут наполнитель взялся. Хватаю ниточку, вытягиваю ее, затягиваю, и вот так вот классно у нас все подтягивается. Здесь я завязываю узелок. Ой-ой-ой, ниточка растрепалась. Сейчас. Что ж такое не везет? Видите, что с ниточкой случилось? Караул. Так, хорошо. Сейчас надо аккуратнее тогда взять ее. Завязать узелок.
Ну, как-то завязали. И теперь просто спрячем вовнутрь. Вовнутрь спрятали, здесь все расправили. И смотрите, какая красивая голова у нас получилась. Видите? Красота. Теперь нам нужно эту голову пришить к тельцу. Мы ее вот так вот хорошо ставим ровненько. Сейчас я его посажу, чтобы мне было проще. Я для того, чтобы пришить голову ровно, фиксирую ее спицами. Кто со мной давно вяжет, тот уже в курсе. У меня спицы 3 миллиметра. Я вот так вот с двух сторон насквозь захожу, фиксирую голову, проверяю, чтобы все у нас четенько было. Видите, она у меня уже не болтается. И я просто вот этой вот ниточкой пришью ее по кругу с помощью крючка. То есть я захожу то в голову, то в тельце по очереди. Протягиваю ниточку. Вот видите, в голову зашла. Дальше иду в тельце. Снова в голову. В тельце. В тельце же я беру обязательно за последний ряд. А в голову смотрим куда лучше. Чтобы все было симметрично, равномерно. И вот такими вот несложными движениями мы пришьем голову по кругу. Так, смотрите, голову я пришила вот таким вот образом. Теперь сделаем утяжку сразу. Я это делаю обычной иголкой с ниткой, но только чтобы нитка была такая плотная, не порвалась. Я захожу, выхожу посерединке. Так сделать, чтобы узелок зацепился. Так, в серединку вышли. И иду, пропускаю одну петельку, иду к одному из глазиков. Здесь тоже через петельку спускаюсь снова вниз в серединку. И подтягиваю. Тут тоже через петельку. И выхожу к другому глазику. Подтянули. Тоже пропустили несколько петелек возле глазика и вниз вышли. Хорошенечко подтягиваем. Теперь нам нужно посерединке еще сделать утяжку, поэтому прокладываем посерединке ниточку и выходим снова к одному из глазиков. Так, сейчас хочу, чтобы ровненько все было. Четко посерединочке подтянули, снова несколько петелек пропустили, сходили вниз, придерживаем и еще раз сюда же к этому глазику вышли, затянули хорошо, и можно еще между собой их немножко стянуть. Уже смотрите, как вам нравится. Угу. Вот так вот. Примерно вот как-то так мы. Наполнитель, видите, если повылазил, надо поубирать. Вот такая вот красота получается.
Угу. Смотрите. Вот так вот мы сделали утяжку. Здесь тоже завяжем узелочек, ниточку обрежем. И дальше будем вязать ушки. Так, вот такой вот милаш получился. Теперь мы свяжем ушки. Начинаем как обычно, делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет третий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. А затем с 4 по 8 ряд включительно нужно будет провязать по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Обязательно ж выворачиваем вязание, тоже не забываем. Это я провязала. Дальше у нас идет 9 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 2 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 16 столбиков без накида. И затем 10 ряд провяжем просто 16 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 11 ряд. Будем вязать 6 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 2 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 14 столбиков без накида. А затем с 12 по 16 ряд включительно нужно будет провязать по 14 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. В следующую петельку делаем соединительный столбик. И ниточку обрезаем. Оставляем для пришивания небольшой такой хвостик. Вытягиваем, затягиваем, складываем ушко пополам. И второе вяжем точно так же. 2 ушка я связала, ниточку вставила в иголочку. Теперь нам нужно пришить эти ушки к голове. Вот пришиваем одно рядом с другим. Сейчас покажу на вот этом готовом зайчике. Видите, немного их собираю, пришиваю ближе друг к другу. Прикладываю ушко к голове и смотрю, где мне начать. Вставляю иголочку, выхожу на другой части ушка, прихватываю с этой стороны и теперь выхожу сзади посерединке. Тоже нужно прихватить вот эту вот заднюю часть ушка, и тогда уже можно пришивать полностью. Так проще будет.
Вот одно ушко я пришила. И теперь второе пришиваем точно так же. Вот смотрите, я пришила ушки. Здесь у меня ниточка закончилась, поэтому я вывела в одну и ту же петельку, завяжу тут узелок. И можно будет ниточки спрятать вовнутрь. Но пока этого делать не буду, потому что сейчас присоединю еще одну ниточку. Видите, можно и так ушки оставить, но мне нравится, чтобы они были более вертикально. Поэтому у меня просто нитка закончилась, я взяла новую ниточку. Зайду в эту же петельку, чтобы потом с ними еще раз узелок завязать. Выйду к ушку. И просто мне нужно прихватить эти ушки на ряд выше. Смотрите, я на ряд выше пришью именно с одной стороны, с внутренней. И они тогда у меня будут более вертикально расположены. И точно так же это ушко. Вот я захожу на ряд выше. Видите? И их ближе друг к другу. Угу. Видите, они тогда у меня как вертикально. Мне так больше нравится. Ну и все, когда все устроит, тоже выходим мы на эту сторону. Угу. Выходим на эту сторону. Здесь хвостики между собой завязываем и прячем вовнутрь. А так вот такие ушки у нас будут пришиты. Смотрите, какой классный. Сейчас тут я обрежу ниточки, спрячу вовнутрь, и нам останется связать хвостик. Вот еще раз покажу, как у нас ушки пришиты. Дальше вяжем хвостик. Как обычно, делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем третий ряд нужно будет провязать просто 12 столбиков без накида. Это я провязала, вязание выворачиваем, и осталось провязать еще один ряд, четвертый. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так делаем 4 раза как раз до конца ряда. Это 1 столбик без накида, убавка. Это 1 раз. Столбик без накида, убавка. 2 раз. Столбик без накида, убавка. 3 раз. И столбик без накида, убавка. 4 раз. Делаем соединительный столбик в следующую петельку, ниточку обрезаем, оставляю хвостик я для пришивания хвостика. Хвостик оставляю для пришивания хвостика. Сюда добавляю немножко наполнителя. Вот добавила, вставляю в иголочку и пришиваю к зайке. Смотрите, как мы будем пришивать на уровне ножек. Вот видите? В этот ряд, чуть выше, где-то здесь. Вот смотрите, он у меня вот так идет, где ниточка. Я ее туда и примерно вот здесь посерединке мы и пришьем.
Сейчас я прихвачу с разных сторон. А потом уже по кругу пришьем. Угу. И теперь просто, если все ровненько, все вас устраивает, пришиваем по кругу. Пришили. Теперь здесь завяжем узелок. Угу. И ниточку спрячем вовнутрь. Угу. И вот так вот выглядит у нас хвостик. Где-то посерединке. Все четенько. И вот такой вот классный зайка у нас получился. Смотрите, какая прелесть. Осталось ему связать яичко и пришить его к ручкам. Видите, только ручки вот держат яичко, и все. Это чтобы был у нас пасхальный кролик. А так вообще он самый классный и без этого яйца, поэтому такая красота. Мастер-класс на яйцо я оставлю в правом верхнем углу в подсказках, а также в описании под видео. Переходите, вяжите и обязательно присылайте фотографии своих готовых игрушечек мне в Инстаграм. Все ссылочки найдете в описании под видео. Вам я желаю прекрасного настроения и до скорых встреч!